первую очередь эдельвейсы, которые я увидела в первый раз, именно благодаря ему. Я была маленькая, мне было, наверное, лет 5. И папа меня взял с собой в альпинистский лагерь «Талгар». Подъем – это, конечно, испытание для меня, для маленькой было, но это только еще подход к лагерю. Настоящее восхождение, конечно, начинается выше лагеря. И там я вот увидела эдельвейс, он мне просто показал, сорвал вот цветок и сказал: вот это эдельвейс. И я увидела, какое такое красивое название, так много о нем слышала, и песни есть о нем. Но вот живой эдельвейс, вот именно с бархатными листочками, вот такой треугольной формы, я увидела впервые именно там, в Талгаре. И я не знаю, я больше, наверное, нигде и не видела, потому что это же горный цветок. Здесь вам не равнина, здесь климат иной. Идут лавины одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Когда Высоцкого спрашивают: тебя-то что тянет сюда? Он говорит: романтика горная. Но он не расставался с гитарой, всегда нас развлекал своим фальшивым пением. Я вот каждый раз ему настраивал гитару. Я даже не предполагал, что он превратится в такого всемирно известного барда. Это действительно гениальный был человек. В его песне есть такие слова: «Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал». Действительно, это особая романтика. Потом я вам скажу следующее. В горах, создается такое, знаете, вот климат человеческих отношений. Такая суровая природа не позволяет там удерживаться плохим людям. Мало кто знает, что он является мастером спорта в области конькобежных дисциплин. Он является и мастером спорта в области альпинизма. Ему покорились все семитысячники Советского Союза. Он является снежным барсом. Это звание, это высшая награда, высшее звание среди альпинистов-высотников. Вы понимаете, вот что такое горы? Что такое горы? Срывается, когда лавина, сосны вот в 5 обхватов ломаются, как спички. Миллионы тонн мокрого снега срываются с семитысячника и ураганом несутся вниз, сметая все. Попав туда человек, вы можете себе представить, что с ним может быть. Это один вариант. Второй вариант. Гипоксия, она влияет и на структуру коры головного мозга, и человек не всегда правильно и адекватно ориентирован в той ситуации, в которую он попадает. И вот эти все неадекватности в горах, они очень опасны, потому что все на восхождение, жизнь каждого зависит друг от друга, все повязаны одной судьбой и одной связкой. Парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его. Пусть он в связке в одной с тобой, там поймешь, кто такой. Он возвращался оттуда изможденным. Я его очень хорошо помню один раз, когда его привезли на носилках. При росте 1,80 м он весил 48 килограмм, потому что он попал в сход ледника, и он обморозил себе ноги. Вы знаете, что у него ампутированы пальцы на ногах. Как он выдерживает эти концерты стоя, это еще особая статья, особый подвиг. Ему просто тяжело даже просто ходить.